Всем большой привет! Сегодня приготовим самое знаменитое печенье, которое французские бабушки готовят своим любимым внукам. А вы пробовали мадленки? Для кого-то это просто вкус детства. Давайте приготовим их вместе, потому что это очень быстро, просто и вкусно. Все продукты простые, доступные и найдутся в каждом доме. Беру миску и разбиваю 2 куриных яичка. Я взяла яйца среднего размера, не очень крупные. Готово. Добавляю 60 грамм сахара. Это 2 столовых ложки с горкой, если не пользуетесь весами. А также добавляю 1 чайную ложечку ванильного экстракта. Ах, какой аромат ванили! Просто божественный! Ванильный экстракт вы можете заменить обычным ванильным сахаром. Вам понадобится тоже 1 чайная ложка. Добавляю ваниль, беру венчик и хорошенько все перемешиваю до однородности. Долго перемешивать или взбивать яйца с сахаром нам абсолютно не нужно. Как только ингредиенты смешались, объединились и масса стала более-менее однородной, перемешивать достаточно. Как видите, для приготовления мадленок нам даже миксер не понадобится. Теперь в яичную массу я добавляю чайную ложечку меда. Это 20 грамм меда, если будете пользоваться весами. Мед подойдет абсолютно любой, можете взять хоть жидкий, хоть засахарившийся, любой мед, который найдете, который есть у вас на кухне, а качество меда в данном случае не имеет большого значения. И просеиваю к яичной смеси 100 грамм муки, это 4 столовых ложки. Также добавляю пол чайной ложечки разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю. А вы знаете, для чего в этой выпечке нужен мед? За счет меда выпечка дольше остается мягкой, нежной, вкусной и не черствеет. Поэтому чайная ложечка меда даст не только приятный медовый аромат, но также и позволит печенью дольше храниться. Тесто для мадленок готовится на самом деле очень-очень быстро, поэтому если вы заранее все подготовите, все ингредиенты будут у вас под рукой, на приготовление теста у вас уйдет буквально 5-10 минут от силы. Так что это печенье однозначно относится к разряду быстро, вкусно и просто к чаю. И несмотря на то, что это знаменитая французская выпечка, на самом деле его сможет приготовить абсолютно любая хозяйка на своей кухне. Тесто уже практически готово. Осталось только влить в тесто 30 мл молока, это 1,5 столовых ложки, а также я добавляю 100 грамм растопленного сливочного масла. Видите, у меня здесь масло, нарезанное кубиками, я быстренько отправляю его в маленькую кастрюльку, на плиту буквально на 1 минутку. Все, масло готово, вливаю масло в тесто и еще последний разок хорошенько перемешаем. Все, мои дорогие, тесто полностью готово, скоро будут готовы наши мадленки. Посмотрите, пожалуйста, тесто уже готово, вот такая примерная густота у теста получается. И для того, чтобы тесто удобно было наливать, разливать по формочкам, я переливаю его в стакан с носиком. Вы также можете разливать его просто при помощи ложки, смотрите сами, приспосабливайтесь, как вам будет удобнее. И что нам еще понадобится, это вот такая формочка для мадленок. Это специальная форма в виде ракушек. Знаете почему? Потому что раньше мадленки пекли в давние времена в самих ракушках. Брали морские раковины и прямо в них выпекали это печенье. Таким вот образом это печенье впервые появилось на свет. Сегодня не составит большого труда купить специальную формочку для мадленок. Они бывают силиконовые формочки, которые купить намного проще. А у меня вот такая тефлоновая форма. Но на самом деле, я вам подскажу маленький секрет. Если вы не найдете такую форму, просто возьмите обычную силиконовую формочку для кексиков, приготовьте это тесто, вы получите по вкусу те же самые мадленки, с одной лишь разницей, что форма у них будет немного другая. Но тот самый вкус мадленок вы точно узнаете и почувствуете. Так что будьте творческими, будьте креативными, потому что если есть желание, возможности всегда найдутся. Форму я смазываю растительным маслом, можете смазать сливочным маслом. Удобно это делать при помощи кисточки. И теперь просто разливаю тесто по формочкам, заполняю формочки не на всю высоту, а примерно наполовину или на 1/3.
Как вы видите, тесто готовится очень просто, оно действительно готовится буквально за пару минут. А само печенье получается просто волшебным, очень мягким, нежным, такие, знаете, маленькие бисквитики. Готовое печенье, готовые мадленки прекрасно хранятся несколько дней и даже могут храниться неделю. Лучше всего хранить печенье в холодильнике. Готовое печенье я испекла несколько порций на самом деле, чтобы мы как следует продегустировали и наелись мадленками от души. И у нас получилось очень много печенья. Я сложила его в пакетик в плотный, убрала в холодильник, и оно прекрасно пролежало в холодильнике целую неделю. А когда приехал мой сын, попробовал, он был просто в восторге. А поверьте, прошло уже немало времени. Это я говорю, хочу подчеркнуть то, что печенье действительно легко готовится, долго хранится и получается очень-очень вкусное. Духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов, затем температуру можно немного уменьшить до 170 или 160 градусов и отправляю мадленки в духовку, они будут выпекаться примерно 10, 12 или 14 минут. Вы ориентируйтесь по красивому золотистому цвету мадленок. Когда они уже хорошенько зарумянятся, поднимутся, на печенье должна образоваться такая вот горочка, такой холмик. Это характерный знак настоящих мадленок, настоящего французского печенья мадлен. Так что если у вас образовались такие холмики, значит вы все сделали абсолютно правильно. И сможете продегустировать настоящее французское печенье. Печенье очень легко вынимается из формы. Смотрите, переворачиваем форму. Вуаля! Все, наши мадленки уже готовы. Ну что, мои хорошие, вы уже любите мадленки? Да, нет. Нет, это просто... Это же не мадленки, это лучше. Это очень хорошие мадленки. Гораздо вкуснее, чем другие мадленки. Это просто волшебные штучки, волшебные печенюшки. В магазине вы такие не купите ни за какие деньги, разве что вам придется для этого поехать во Францию. Но я думаю, что не обязательно ехать так далеко, потому что вы прекрасно можете приготовить это печенье дома, своими руками. Можете привлечь к процессу детей, потому что с этим рецептом справятся даже дети. Готовые мадленки можно посыпать сахарной пудрой, а можно ничем не посыпать. И так получается очень-очень вкусное печенье. А аромат разносится по всему дому, он просто потрясающий. Чувствую, что скоро все соседи сбегутся к нам на мадленки. Ну что ж, милые мои, милости просим, угощайтесь. Давайте посмотрим мадленку в разломе. Посмотрите, какая она нежная, пышная, воздушная, просто фантастические маленькие бисквитики. Я искренне и от всей души рекомендую приготовить вам это маленькое французское чудо. Мадленки можно готовить по разным рецептам, их очень-очень много. Но этот рецепт, на мой взгляд, просто идеальный. Он очень простой и в нем самое идеальное соотношение всех ингредиентов. Бисквитики получаются очень влажные и мягкие, и очень-очень вкусные. Как я уже говорила, вы можете посыпать мадленки сахарной пудрой, можете обмакнуть в растопленный шоколад и посыпать орешками, а можете кушать с обычной или с вареной сгущенкой. На самом деле вариантов подачи очень много, и я уверена, что вы найдете свой самый любимый вариант, потому что сколько на свете людей, столько и вкусов. Ну что, мои хорошие, спасибо, что провели это время вместе со мной. Я рада видеть каждого из вас. И, конечно, я от души благодарю вас за теплые комментарии. Вы дарите мне столько радости вашими теплыми словами и всегда вдохновляете меня на новые и вкусные рецепты. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Нажимайте колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться», и вы всегда будете первыми смотреть мои новые рецепты. А у меня для вас, как всегда, еще очень много вкусного, полезного и интересного. А также делитесь рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Я уверена, что они будут благодарны вам за хорошие проверенные рецепты. Ну что ж, готовьте мадленки, пишите письма. Пока-пока и скоро увидимся. Пока-пока. Хорошего денька.